и привести к власти своих. А лидеры Аида в Москве и ждут своего часа. Фактически, вот партия, на которую ставит весь, все поставил Аид на эту партию, это партия Жириновского, ЛДПР. Опять-таки будет дальше расшифровано. И имя будет дано, и сама партия, она идет как Жеронда. Значит, будет всем приказано войти в Жеронду сторонникам. Так вот, это партия Жириновского. Каркасон. Подвергнуться испытаниям. Каркасон, значит, переводится зашифровано на немецкий лад. Каркасон, значит, это каркас из двух слов. Каркас и сон, то есть сонный каркас, то есть пустой человек, то есть человек без мозгов. Каркасон, то есть оболочка и сон, такое состояние, в общем, ни жив, ни мертв, ну, в общем, такое. Нарбонна, нарб это, в общем, глупый человек, дурак. Бонна это, в общем, здесь мешок с деньгами. Но бонны, вы знаете, что такое, в общем-то, замена, бумажка, которая заменяет деньги. Так вот, Каркасон и Нарбонна подвергнутся испытаниям. Вот это общество, значит, как оно поведет себя. Зашифровано так, что вы в этих словах нужно искать вот этот вот буквальный иногда смысл. Буквальный на каком-то языке, на французском, на немецком, на русском. Больше, конечно, на русский язык. И даже на славянское как бы звучание, диалект. Но есть зашифровки, которые идут, и как бы нужно расшифровывать на греческий манер, на латинский манер, на немецкий. Вот о убийстве царской семьи. Змей впустит в железную клетку, в которой находится 7 детей короля. Старики выйдут из глубин ада и увидят кризис и кончину отпрысков, а своей плоти смерть и крики. Змей впустят в железную клетку. Значит, отношение имеет к этому Змей Горыныч. Общество Змея Горыныча. Во-первых, три первых пояса Аида идет как, значит, вот это мифологическое наше существо Змей Горыныч. 3 его головы – это первых 3 пояса, в которой находится 7 детей короля. Почему 7? Вы знаете, все исследователи сбились в толку. Они стали искать какую-то царскую семью, даже на протяжении всех этих столетий, где находится в которой семье, значит, находится 7 детей. И упустили одну маленькую вещь, что король и королева тоже из королевской крови, и тоже дети короля. И тогда все становится на место. Царская семья Николая, в общем, имела 5 детей, и их 2, царь с царицей, тоже были детьми короля. Вот такой простой, казалось бы, Катрен, и почему-то, ни один исследователь не мог взять. Старики выйдут из глубин ада. Да, когда убивали царскую семью, тогда было разрешено, я не знаю, по велению Всевышнего ли, или по какому-то другому велению, но очень многие из глубин преисподней были буквально вытащены и были свидетелями вот этого жуткого страшного убийства, что творилось, когда стреляли детей и вот эту всю вот эту семью. Значит, вот именно они увидят кризис и кончину отпрысков своей плоти. Естественно, что вся царская семья была из первых 3 поясов Аида, оттуда. Но они же и убивали своих. Те, которые их убивали своих. Вот видите, тут смерть и крики. Действительно, там дети бегали, пули в них не попадали, были зашиты бриллианты, значит, пули отскакивали. В общем, это была жуткая картина.
А убийцы это были люди, которые относились к 3 поясам Аида и от повеления этого, в общем, действовали. Есть дальше Катрен, где говорится, что к этому отношению, в общем, имел Сталин, к этому делу имел отношение Сталин. Там было, в общем-то, будет Катрен, где даже будет оговорено количество вот этих заговорщиков, которые, значит, все вот это делали. Опять-таки по этому же поводу вот этот Катрен. Придут поздно, когда казнь будет совершена. То есть спасение подоспеет, с запозданием, уже будет поздно. Преодолев встречные ветры, письма, посланные ранее, перехвачены. Ленин, Свердлов все время слали депеши. Нельзя, нельзя, нельзя оставить в покое. Только вот видите, преодолев встречные ветры, письма, посланные ранее, перехвачены. Которые были, какая-то почта была задержана, какая-то вообще не доходила до инстанций последних. 14 заговорщиков одной секты, вот это была группа Сталина, которая собиралась совершенно независимо там, и втайне от Ленина, от его сторонников. И вот они делали вот этот заговор насчет вот уничтожения вот этой царской семьи. Так вот, 14 заговорщиков одной секты, то есть от антимира, закончат дело под маркой Руссо. А Руссо это был идеолог французской революции. Главный идеолог, притом это был видный политический деятель. Он очень многое сделал. Вообще лицо такое очень прогрессивное. У него много было работ написано. Так вот, но он же и был революционер. Так вот, дело это закончено под маркой. То есть здесь имеется аналог, что посредством руки Ленина, как будто бы под его велением, под его властью. Вот. И сейчас очень многие еще до сих пор еще этого не знают и пытаются спихнуть вот это убийство царской семьи на Ленина и его сторонников, на Свердлова. Так вот, теперь знаете, кто причастен к этому заговору. Письма, все было, значит, перехвачено. Либо задержано по дороге и не пошло. Кто-то другой выехал, значит, по дорожке вперед, и на какой-то инстанции эти, значит, депеши были перехвачены. Которые не дошли, которые были задержаны. Некоторые были задержаны. Вот этот Катрен, 1.4, вот, второй Катрен посвящался Иисусу Христу, так вот уже 4-й Катрен, первой центурии, уже раскрывает другого лидера. Лидера уже подземной цивилизации. Он относится к Сталину, этот Катрен. Во Вселенной будет сотворен один монарх. Во Вселенной. Это антихрист. Речь об антихристе. Он действительно управляет, как бы, у него все бразды правления. Во Вселенной будет сотворен один монарх, который недолго будет жить в мире и согласии. Недолго. Его управление будет совершаться с большим ущербом для всех. Тогда потеряет путь управления рыбацкая лодка. Сталин поначалу, конечно, он был тише воды, то есть ниже травы, тише воды. Но потом-то ведь вот это все проявляется. И вот дальше, когда он приходит, Сталин, к власти, видите, его управление будет совершаться с большим ущербом для всех. Но действительно, сколько миллионы людей погибли по его вине. Тогда потеряет путь рыбацкая лодка. Иисус идет под кодом рыбы. Под кодом рыбы. Во-первых, сам Иисус любил и рыбку половить, и рыбачил. В Библии очень много такого, вот описано эти случаи, когда он сам в рыбацкой лодке, сам, значит, там руководит этой ловлей. И, во-первых, идеологическая группа рая даже
По всей мифологии она идет под рыбою. Сам Нептун, он бог морей. Русалки, все его приближенные тоже, они как бы наполовину рыбки. Это шифровка, конечно, это схема, модель. Так вот, тогда потеряет управление рыбацкая лодка. Рыбацкая лодка, то есть это ленинская группа. Я вам уже говорила, и вы знаете по книге, что Ленин Христ. Вот. Мало там было доказательств 4 части книги. Здесь очень много доказательств у Нострадамуса. Что Христ, он, будет все вам прочитано. Как вы уже знаете по книге, что правитель приходит тот, который на этот данный этап лучше всего отвечает направлению флюгера, ориентира, вектора, сил общественного волеизъявления. Каждый голосует, он голосует еще и на тонком плане. Душа чего-то хочет, чего-то жаждет, к чему-то стремится. Так вот, голоса всех людей складываются в общую копилочку. Там, значит, в этом отношении, значит, суммируется все. И определяется вектор, определяется направление движения этого общества, как это общество хочет дальше идти и развиваться. И приходит правитель тот, который лучше всего отвечает этому флюгеру. Так вот, когда флюгер поменял направление, во-первых, очень много сторонников Ленина погибло в гражданскую войну, очень много. Гражданская война забрала почти всех его сторонников. Во-первых, главную его поддержку. И флюгер, конечно, изменил направление. Население тогдашней России проголосовало за программу Антихриста. Ленину нужно было уходить, и его группа покидает этот мир. Кто как, кто каким образом. Лодка потеряла управление, она не имеет права дальше двигаться. Сколько раз ты будешь взят, город солнца? Много раз в тебе будут меняться варварские и пустые законы. Речь идет о России, начиная вот с 17-го года. Власть много раз переходила из рук в руки, еще когда была гражданская война, вот в некоторых, значит, местностях. И сейчас, вот сколько раз поменялось после Сталина наших этих лидеров. В общем, и всякий раз новое направление, новое движение. И еще раз попозже ты пострадаешь еще больше. Это время апокалипсиса. Великая Адриатика покроет твои улицы. Почему Великая Адриатика покрывает улицы города Солнца? Во-первых, под городом Солнца закодирована Россия. Она идет на эпоху бессмертия. Дальше ей предстоит вообще освещать дорогу, идти первой. Она идет как город Солнца. Во-первых, Христ приходит на эту землю, он тоже кодируется как Солнце. А Великая Адриатика – это население Аида. Потому что на 99% сейчас население с подземной цивилизацией. В наших вот кругах, в наших местностях, на нашей большой территории. Великая Адриатика, Адрий, ад. По мифологии Адрий это, в общем-то, зловещий такой человек, очень суровый, жесткий и коварный. А я уже говорила, какое население сосредоточено на этой территории. Кто сюда вышел к рождению? Вышли все народы, которые были виновны против революции 17 года. Вышла вся гитлеровская Германия, все сторонники этой Германии в войне 41-45 годов. Вышли все те люди, которые делали экономическую блокаду тогда, они же делают ее и сейчас. Эти же самые люди. Вышли сюда все те люди, которые призывали интервентные войска тогда, после 17 года, которые, естественно, приходили, шли, и здесь также и те люди, которые звали те войска. Все тут.
Вы можете, вас никто не заставляет слушать. То, что скрывалось долгие века и считалось потерянным, будет найдено и будет восстановлено. Это фактически, разумеется, теория коммунизма. Не думайте, что сейчас по-настоящему строится капитализм. Вовсе нет. Это тот же самый НЭП. Но если тогда Ленин его объявлял, сейчас объявлять нельзя его. Сейчас нужно делать вид, как будто это все действительно происходит на самом деле. И все жутко заинтересованы вот в этом процессе. Пастор, почитаемый полубогом, при завершении Луной своего большого цикла будет обесчещен другими ветрами. Здесь зашифрован Сталин. Пастор – это отец, как мы часто говорим. Так вот, при завершении Луной своего цикла, а под Луной, под лунными идет идеологический центр рая, так вот, при завершении лунных своей идеологической работы вскроется буквально все. И все станет достоянием каждого. И этот пастор, и любой другой от антимира будет раскрыт. С него будет снята всякая одежда. Другими ветрами, под ветром кодируется идеология. Есть ветер от ада, есть идеология, философия, мировоззрение, одно, и есть вот это все другое. Так вот, есть ветер от юга, есть ветер южный, под югом идет Вавилон, подземная цивилизация, под северным ветром идет идеология рая, потому что в потустороннем мире существует магнитная система, по отношению к которой ориентировано все население эфирного мира. Так вот, ее один полюс в центре Земли, южный полюс, и поэтому подземная цивилизация называется Вавилоном на языке шифра, а рай есть северный полюс, ее шифр Аквилон. Это северный полюс. Так вот, ветер борется с одним ветром, лидер с другим лидером, одна партия с другой партией. Но все они от разных полюсов. И не думайте, что там этот нижний аид, дураки одни, вовсе нет. Они просто фанатики какого-то определенного направления. Прежде чем Великий отдаст в Риме душу, а это Папа Римский, великий ужас для чужеземной армии. Вблизи Пармы эскадроны устроят засаду, потом двое красных устроят совместный обед. Речь о Папе Римском, он, как вы знаете, из Польши происходит. Так вот, падение религии будет связано с раскрытием ее вообще таких всяких тайн и вообще ее происхождения. Будет известно всем, откуда она исходит, каковы ее корни. Вся религия делалась от трона сатаны. Вся религия идет оттуда. Все это вероисповедание. И кризис в этих религиозных кругах будет очень сильным и очень глубоким. Вблизи Пармы эскадроны устроят засаду. Парма – переправа в космический век. И опять-таки от слова пар, Париж, народ отобранный, очищенный от других.
Так же само, как пар, это влага уже очищенная, без всяких посторонних примесей. Поэтому под Парижем, под Пармой часто кодируется рай. Ну, это вот в частности в Катренах Нострадамуса. Вот те шифровальщики, которые делали эти модели, они пользовались набором определенного материала. И посредством определенных слов они должны были закодировать, смонтировать свою картинку. И кто один шифровальщик одно слово употреблял для зашифровки какого-то макета, другой другое. Двое красных устроят совместный обед. Ну, здесь двое красных, во-первых, значит, одни красные идут от райской цивилизации квантового мира, другие красные идут от цивилизации иной, то от райской цивилизации промежуточного мира. Правда, здесь у Нострадамуса надо было бы... Он разделяет красных. У него есть малиновые, красные, есть красные через черточку красные. Здесь просто вот не указано конкретно, значит, какие. Но вот, например, Бордо у Нострадамуса, там люди фактически красные всех оттенков. То есть общество, ну, можно сказать, сторонники коммунизма, ну, всех разных направлений. Малиновые, у него, естественно, только лишь, ну, чисто уже идет райская цивилизация. Просто красные иногда у него идут, ну вот в общем, как бы, у этого направления общества. Но в любом случае, почему здесь не дано ничего другого, такого точного, конкретного пояснения, потому что всегда было так, что красные всегда были против религии. И тут вот кризис в кругах религии, он будет таким, ну, торжеством, явится торжеством для всех красных. Они все были против религии. Вот на тему религии вот этот еще Катрен. Синагога без единого плода, бесполезная и бесплодная. Синагога — это церковь, но речь идет обо всех церквях. И бесполезная, и бесплодная. Будет принято в стране неверных. То есть исходит из страны неверных. Это трон Атана. Трон Атана — это трон сатаны. Сатана. Атана. Понимаете? Обездоленная и печальная дочь преследуемого Вавилоном подрежет ей крылья. Дочь, то есть дочь того, который преследуется Вавилоном, то есть подземной цивилизацией, нижними кругами Аида и троном сатаны, подрежет ей крылья. То есть вот этот кризис, который будет в религиозных кругах и подорвет престиж церкви, будет исходить от женского коллектива. Иногда может быть речь заходить об какой-то группе общества, если вот дама. Под дамой может кодироваться определенное общество. Но иногда под дамой может кодироваться и конкретная личность какая-то. Вот напоминание об инквизиции в церкви, которые были в средние века. После ремесленников пострадают пастухи. Их заставят переодеть в платье. Под ремесленниками идут всевозможные изобретатели, техники. Ну вот, в частности, очень много уже было попыток с самого начала, частью качались, которые удачами, неудачами, вот, сделать крылья, летательный аппарат, машину. Ведь они очень многие попали в костер, в пламя, сгорели там. Так вот, они идут, шифруются под ремесленниками, то есть людьми технической направленности, мысли. Значит, после ремесленников пострадают пастухи, под пастухами идут уже учителя. Это и теоретики, это ученые, это химики, алхимики, философы.
Наставники. Дело в том, что хороший ученый, он всегда пастух, он всегда наставник еще. Поклонники Сатурна будут сожжены мельниками. Большинство уйдет, так и не найдя защиты. Мельниками называли людей, которые сжигали людей, бросали в костер. Они были одеты в белые одежды, и народ их называл мельниками. Так вот, они бросали людей под предлогом то, что они, значит, относятся к клану сатаны, и как бы вот, к дьяволу и так далее. Так вот, Сатурн, фактически по мифологии, по шифровке, он символизирует второй и третий пояс Аида. Нет, первый и второй пояс Аида. Третий пояс Аида идет под Меркурием. Меркурий – бог торговли. Это уже население такое, которое идет под экономической зависимостью. А первый и второй пояс, они идут по коду мифологии под Сатурном. И вот Сатурн, Тур, вол. По мифологии это довольно жестокий бог, злой нехороший. Это бог демонических сил. И люди бросались как бы в костер под предлогом того, что они вроде бы вот дети этого Сатурна, то есть дети дьявола. Вот видите, большинство уйдет, так и не найдя защиты. Еще о религии Катрен. «О, огромный Рим, приближается твое разрушение. Не твоим стенам, но твоей плоти и крови». То есть разрушение приближается Ватикану. Не плоти, не стенам, то есть городу ничего не будет грозить, но плоти и крови, то есть людям, этому обществу. Вот всему этому правящему базису вот этой Ватиканской церкви, этого престола. Не твоим стенам, но твоей плоти и крови самоотверженный нанесет страшную рану своими писаниями. Самоотверженный человек, философ, идеолог и так далее. В общем, человек от райской цивилизации. Нанесет страшную рану своими писаниями. Острый клинок всем будет вогнан в тело по самую рукоятку. Так что вы поняли этот Катрен. Когда увидят, что Святая Церковь лишилась своего украшения, то есть ее пал престиж, ее истины, не истины оказались, все разглашено, все обнародовано, все стало достоянием каждого буквально. Так вот, когда увидят, что Святая Церковь лишилась своего украшения, и величайший Нарони сделал мирскими ее святыни, тогда возникнет великое бедствие, пожирающее все вокруг, подобно чуме. То есть, как только религия вообще потерпит крах, вы знаете, это будет как чума. Даже этот бунт пойдет против церкви, пойдет не только на нашем земном плане, он пойдет и на тонком плане. Все подобно чуме, значит, будет подрываться и отвергаться. Вот величайший Нарони – это Всевышний. Рона река, но она кодируется с троном. Трон, вот слово трон, Рона входит в слово трон. В шифре используются такие выражения, где частью слова, вот это выражение является частью слова другого. Надо, как говорится, по подобию, вот сразу же навязывается мысль с другим словом это сопоставить. Трон, рон. Так вот, надо прочесть как величайший на троне, то есть Всевышний.
сделает мирскими их святыни, то есть достоянием всех их вот эти все тайны и происхождения. Тогда возникнет величайшее бедствие, пожирающее все вокруг себя, подобно чуме. Вот кого казнили, кого казнила церковь. Люди высокообразованные, разбирающиеся в происходящем на небесах. Это ученые, это философы. Изгоняются невежественными князьями, подвергаются наказаниям и преследуются как преступники. Где бы их ни находили, их надлежало убивать. Это по приказу трона сатаны. И этими делами занималась церковь. Человек-ученый вообще большая опасность для трона сатаны, для ада. Это большое противодействие для них. Так вот, вот этим всем инквизициям в основном-то, в общем, подвергались особенно с большим пристрастием люди высокопоставленные, разбирающиеся в происхождении, что происходит на небесах. Уж о чем, а об этом трон Атана знал великолепно, лучше всех. Он давал указания через свои вот эти все посты инквизиции, вот этих людей, значит, привлечь к наказанию, значит, или бросить в костер. И тогда были сожжены, в общем-то, миллионы людей, прямо живыми в костер. А вот тут у нас, вот относится к нашему времени, но тоже, значит, о вот этих религиозных делах. Проповеди, произнесенные на Женевском озере, не возымеют действия. Вот сейчас большая плеяда проповедников идет с Запада, с Америки, с Франции, с Англии, даже с Японии идет, а особенно очень много с Индии. Так вот, но в основном ходят женщины на все эти миссионерские проповеди. Так вот, проповеди, произнесенные на Женевском озере, не возымеют действия. Женевское озеро – это общество женщин. Опять-таки, буквально смысловое подобие, буквальное. Женский коллектив Женевское озеро. Женщина – это жена. Дни станут неделями, годами, то есть будут проходить годы, вот сейчас все это, значит, но действия это все равно никакого не возымеет. Результата они никакого не получат. Ну что, послушают, придут, получат Евангелие, Библию и уйдут. И все. Все равно в лоно церкви никто почему-то не затаскивается. Кроме тех, которые уже туда, конечно, ходят. Потом, значит, дни станут неделями, годами, то есть проходит какой-то промежуток времени, потом все придет в упадок. Устроители сами же проклянут свои пустые догмы. Вот резюме. То есть все те, которые сюда шли, проповедовали, агитировали, в общем, поймут, что занимались они совершенно пустыми делами, на ветер бросали все свои средства. Я говорю, что зашифровано просто. Но, правда, это пока на первых порах, потом шифровки станут еще серьезнее. Когда речь будет заходить о каких-то лицах, о событиях конкретных таких, это еще такое повествовательное идет. Вот опять, да, я буду сейчас читать Катрены, понимаете, не собранные как-то вот по одной теме, потому что они очень разнообразные. А вот вроде бы как по порядку они идут по пророчествам. Я так подумала и решила, что если я, допустим, выберу Катрены, только которые к Ленину относятся, или к Сталину, потом к Сталину, то те, которые придут завтра, мне будут задавать уйму вопросов. А так, в общем-то, пойдет все вперемешку. Кстати, у Нострадамуса все Катрены вперемешку идут. Все. Они не идут по темам. Вот все те модели, которые были зашифрованы, все эти картинки,
они были перетасованы, отобраны вот этой вот влиятельной комиссией с высшей инстанции, с самой высокой инстанции, были перетасованы между собой, конечно, в каком-то тоже порядке. А перетасовка тоже была как бы по десятилетиям. Вот эта группа Катренов относится к такому-то времени, это к такому-то, но тем не менее перетасованные. И у меня даже одна глава будет перетасованные карты. Поэтому все будет, вот вам будет не скучно, что все будет, один Катрен одного касается, другой другого, но пока что вроде бы, вот я, когда начинала писать книгу, я делала попытку как-то вначале классифицировать. И вроде бы собрать как-то вначале о религии, а потом, в общем, бросила это дело и решила подряд все. Ну, подряд как? Только то, что, конечно, стоило внимания. Такие главные выразительные, потому что если мне расшифровывать было 1000 Катренов, то мне бы понадобился год. А так я потратила только, ну, где-то месяца на чисто написание книги, где-то около 3 месяцев. Правда, мне приходилось работать по 12 часов, по 16 часов. Так вот, кто, значит, казнился церковью еще раз? Все приверженцы партии Тога, пускай будет Тога. Все приверженцы партии Тога, кто написал грубые книги, посланные на смерть. Так вот, все приверженцы партии Тога, того, на славянский манер закодировано. А кто же тот самый? Это Моисей Маркс. Как вы уже знаете по 4 части книги, что Моисей выходил Марксом. Он же был еще и мором. Будучи мором, он делал только набросок, как бы первоначальный образец того, что он потом сделает дальше. Так вот, все приверженцы партии того, кто написал грубые книги, посланы на смерть. Почти все они действительно были, кто сожжен на костре, кто убит еще каким-то образом. В общем, с ними Аид Нижний расправился. В общем, трон сатаны с ними со всеми расправился. Их имущество поступает в государственную казну. Ну, раньше так было, что если на костер, то и была конфискация имущества этого человека и шло в казну. В общем, такие были постановления. Никогда еще римскому народу не был нанесен такой большой ущерб. Но Катрен напоминает средние века. Так вот, все приверженцы партии Тога или того, все они были посланы на смерть. А вот это сталинское время, насчет того, как вот эти были проведены здесь, уже инквизиции нашего века. Покуда принцев и благородных людей бросают в тюрьмы, в славянском народе слышны гимны, песни, жалобы. Вот я еще что должна сказать, что, вы знаете, переводов несколько переводов Нострадамуса. Некоторые переводы отдельных Катренов такие, что их взять совершенно невозможно, они искажены. Многие Катрены переведены так, что вообще уводят вообще в сторону. Слишком много интерпретаций, своего вольного толкования. Я не знаю, как можно было обращаться с зашифрованными текстами так вольно. Переводчик буквально как ему вздумается, так и переводит текст. А текст ведь строго зашифрован, и эти слова, другого нельзя слова поставить на это место. С шифрованными текстами нужно было обращаться очень осторожно. И я приводила вот сюда, значит, вот эти переводы, только наиболее такие точные. И вот, казалось бы, на взгляд читателя, там, где более самый, значит, бестолковый вроде бы Катрен, который вроде бы, ну, ничего не значит, вроде бы кажется глупым, да, он, наоборот, самый содержательный, и его легко брать. Тот Катрен, который переводчик так хорошо, гладко расписал, как по маслу, он вообще пустой, его взять невозможно. Он
уведен, уводит вас уже в сторону. Вот я брала эти Катрены, вот этот Катрен взят от переводчика, по-моему, его книга еще даже не издана, а может быть издана, он эти Катрены давал в одном журнале «Вокруг света», что нет, не «Вокруг света», какой-то другой. Это какой? Нет, в другой. И мне очень понравились некоторые Катрены того перевода, они были очень точные и содержательные. Многие Катрены, но совершенно не похожи друг на друга. И, ну, вообще, хуже всяких вообще слов. Так вот, покуда принцев и благородных людей бросают в тюрьмы, в славянском народе слышны гимны, песни и жалобы. Это действительно так. Тюрьмы были полны народа, были сплошные массовые убийства. И очень много в это время звучало гимнов, песен, маршей. Все ликовало, все пело. И в то же время там были крики, стоны и жалобы. Все это заглушалось вот этими всякими маршами. В будущем безголовые идиоты примут это за божественное проявление. Это наше время, относится к нашему времени, Катрен. Безголовые идиоты, то есть пустые головы, совершенно все свернут это на голову Ленина. Это делал Сталин, это делал Нижний Аид. Рай к этому не имел никакого отношения. Все свернули, не смогли ничего отличить друг от друга. То есть и добро, и зло все смесили в одну кучу. Примут это за божественное проявление. То есть вот все вот эти массовые все убийства сталинских времен, значит, отнесут на счет рая, на счет Ленина. Ленин идет из рая. Но запомните, это безголовые идиоты делают это. Видите, как тут резко Нострадамус называется. Кровь невинных вдов и девиц так много зла совершено великим красным, то есть Сталином. Так много зла совершено великим Сталином. Святые образа погружены в горящий воск. Все поражены ужасом, никто не двинется с места. Почему здесь святые образа погружены в горящий воск? Ну, имелось в виду то, что работники церкви начнут работать на Сталина. Действительно, все служители всех церквей, они были все потом связаны, все сотрудниками КГБ. Не сотрудниками, а агентами КГБ. Абсолютно почти все без исключения. Там единицы, кто не был ими завербован. Это была такая направленная политика. Ну вот, а он, видите, он же антихрист. Сказано как бы немножко с юмором, но он действительно, он владыка огромного мира, фактически. Он великий красный, он же в аду, часть народа, между прочим, даже титаны Нижнего Аида, там сейчас тоже как бы разделены по своим направленностям. И очень многие титаны Аида понимают, что коммунизм – это будущее. Но они пытаются добиваться этого другими совсем методами. Вот вернемся сейчас мы немножко чуть в мифологию. Под Прометеем идет у нас Ленин. Прометей добывает огонь для людей. И Ленина фактически, его в мавзолей помещают, его тело помещают после смерти. Так вот, по мифологии Прометей прибивается к Кавказской скале, к скале Кавказских гор. Помните? Мавзолей, он вначале был деревянный, затем мавзолей стал мраморным. Так вот этот мрамор привозили с Кавказа. На Кавказе, значит, захоронение самого лучшего мрамора вообще
находятся залежи. И вот получается, что действительно к скале Кавказских гор Прометей. Вот эта мумия, она действительно, это как распятие и получается, как прикован он. Дальше, за то, что людям дал огонь, дал свет. По мифологии дальше, значит, братья Прометея, но по мифологии Прометей идет как довольно прогрессивный герой. Значит, там сказано так, что Прометей мыслил наперед. Но у Прометея были два брата, которые были крепки задним умом. То есть, недалекого, что ли,